Приветствую вас, зрители моего канала. Сегодня на обзоре тяжелый многоцелевой палубный истребитель второго размера от компании Anvil серии F8 модели C. На сегодняшний день известно о 3 модификациях этого корабля. Модель с обозначением A – это военная версия данного судна. Мы же сегодня будем изучать гражданскую версию под обозначением C. Она чуть урезана по вооружению, а также стоят немного другие компоненты. Существует также еще и тренировочный вариант этого корабля под 2 пилота. Осмелюсь предположить, что это модель под обозначением B, но это лишь предположение, исходя из логической последовательности модельного ряда. В таком виде она нигде не упоминается. Сегодняшний герой обзора, как и его старшая военная версия, рассчитана на одного пилота. Это, как уже упоминалось, палубный многоцелевой истребитель с уменьшенной радиолокационной сигнатурой. Если проще, то это подтип истребителей типа Stealth, которые были разработаны на базе уже на тот момент существующего корабля от компании KC Aerospace, модели Hurricane. Проект, который в итоге выкупила компания Anvil. Не забывайте черкануть комментарий под видео, поставить лайк и можете даже подписаться. Приятного просмотра. Итак, история кораблей серии F8 берет свое начало в далеком 2607 году, во времена боев с таваринами, где модель предшественник от Anvil, упомянутая ранее под названием Hurricane, вполне неплохо справлялась с задачей по уничтожению вражеских кораблей. Известная технология таваринских щитов не пропускать баллистические боеприпасы потребовала от земной империи разработки более серьезных кораблей по огневой мощи. В итоге появился Hurricane. Это был один из немногих успешных кораблей от компании KC Aerospace. Несмотря на его успех и превосходную огневую мощь, у него был один большой минус. Это сложнейшая и дорогостоящая программа обучения пилотов. В итоге, после спада таваринской угрозы и распада компании Кейси, данный корабль, можно сказать, законсервировали. В 2681 году для человечества появляется новая напасть. Встреча с еще более агрессивной и непримиримой инопланетной расой вандулов. Они с некоторой периодичностью стали нападать на поселения людей и терроризировать границы империи. Однако династия диктаторов и жестоких правителей мессеров отчасти закрывала на это глаза. Им не было дела до простых людей, и что раса вандулов вырезает целые планеты. Однако флот земной империи все же сопротивлялся набегам вандулов и с незавидной регулярностью отступал, теряя много своих сил в виде людей и кораблей. Вандулы использовали все методы для своих целей, вырезая и уничтожая своими технологиями целые планеты. В 2806 году династия диктаторов мессеров пала, и новый император сразу же взялся за решение проблемы с этой враждебной и жестокой расой вандулов. Попытка заключалась в реализации плана под названием Ковчег, который заключался в долголетней интеграции расы вандулов и примирении сторон. Спустя 57 лет переговоров и работ по плану Ковчег с переменным успехом вандулы ответили на очередную дипломатическую миссию тем, что убили всех послов и жестоко расправились с соседними поселениями. Из-за огромных усилий по интеграции и примирению вандулов, которые были на них затрачены, и такого удара в спину, император поклялся отомстить. В 2866 году на фоне общего обострения конфликта был отдан приказ компании Aegis нарастить производство 2 своих самых востребованных моделей – Avenger и Vanguard. Несмотря на то, что Vanguard является грозной силой для вандулов, они не могли охватить всю плоскость проблемы. Их производство дорогостоящее и штучное, а серия Avenger и вовсе не могла сопротивляться вандульским кораблям. Сдерживание продолжалось, а вандульская раса нарастила силы и стала угрожать уже внутренним рубежам земной империи. Второй натиск вандулов в 2871 году привел к эвакуации и падению системы Калибан. Вандулы там убили миллионы мирных жителей. В этом же году на свет появляется серия кораблей F7 Hornet, которые стали неплохой альтернативой Авенджерам, однако справиться с более тяжелыми истребителями, такими как Glaive и Case, они все еще не могли. В 2889 году, видя, что флоту Объединенной Земной Империи все еще очень тяжело сопротивляться вандулам, несмотря на нарощенную мощь производства и доставки на фронт новых истребителей типа Hornet, Совет Федерации решает поставить задачу в виде конкурса на создание особого тяжело вооруженного корабля для противодействия вандульских судов типа Glaive и Case. О этой программе уведомили лишь советы руководителей 3 компаний – RSI, Aegis и Anvil. В итоге все 3 представили Совету Федерации свои изделия. Корабль от RSI представила модель тяжело вооруженного Black Widow.
Aegis же создала более легкий истребитель Dogfighter 3000, а Anvil предоставила изделие F-8A. За основу было принято взять уже известную платформу модели Hurricane, право и разработки которой выкупила Anvil у компании Casey Aerospace. Сам же Hurricane был неоднократно доработан и снова пущен в производство. Внутри компании Anvil, несмотря на общую задачу от Федерации предоставить империи корабль, что способен бороться с Glaive и с Кейзом, перед инженерами была поставлена конкретная задача – создать корабль в 2 раза превосходящий по мощи уже стоящий на производстве Hurricane, а также любую модификацию серии Hornet. Но при этом он должен управляться одним пилотом и превосходно чувствовать себя в любой воздушной среде. Выпуск F-8A состоялся в 1933 году. Целую эскадрилью сразу перевели на базирование авианесущего крейсера типа «Бенгал» адмирала Локвана. Эта эскадрилья проявит себя в 1945 году, на момент начала Всемирной Вандульской войны. Тяжело вооруженные истребители F-8A вступили в бой с кланом вандулов под Эстелией, что в системе Аремис. Как и всегда, встреча предвещала большие потери среди пилотов. Однако корабли серии F-8 оказались настолько грозными машинами, что вандульский клан даже стал убегать, что не свойственно их культуре и расе, ибо они проповедуют самопожертвование. Вандульские корабли даже не успевали подлететь на таран, чтобы хоть как-то навредить людям. Корабли серии F-8 были настолько маневренны и смертоносны, что в итоге их окрестили молниями. Так они и получили свое полное название F-8A Lightning, что в переводе означает «молния». Во времена войны с вандулами эти корабли еще не раз проявят себя и зарекомендуют как одни из самых грозных истребителей в Объединенной Земной Империи. Помимо боевой версии, компанией Anvil было сразу принято решение предоставить такой корабль и гражданскому сектору для самозащиты. Правда, как и требует закон, с уменьшенными характеристиками по огневой мощи и оснастке. Таким образом, к 1933 году было создано сразу 3 модели: военная версия A, гражданская модель C и тренировочный, возможно, модель B. Вся серия кораблей F-8 использует титановый сплав с примесями осмия и резерфордия. Помимо этого, вся концепция корабля исполнена по типу летающего крыла с многофланговым оперением, со всевозможными законцовками и винглетами. В передней части корабля слева и справа от кабины установлены так называемые слеты. Это специальные небольшие крылья, выступающие для увеличения подъемной силы на малых скоростях. При активации режима посадки они раздвигаются в стороны, позволяя кораблю более стабильно вести себя в атмосфере. На данный момент в игре не реализована сложная система аэродинамики, но это задумка в концепции разработчиков. Кабина пилота имеет функцию катапультирования. Позади кабины мы можем наблюдать нишу под авионику. Слева и справа от кабины находятся сепарационные сопла. Тут же мы можем видеть 2 из 12 поворотных двигателя первого размера, выдающие по 1,42 меганьютона усилия и потребляющие до 3,125 литра на миллион километров. Под носовой частью расположены 2 лазерных репитера второго размера от Klaus Werner серии CF-227 модели Badger. При деактивации вооружения корабля данные гимбальные подвесы сдвигаются назад. Тут же видна механизация для дозаправки корабля, а также система крепежей для запуска с палубы авианесущего крейсера. На спине корабля расположены 2 шахты под ракеты второго размера от Firestorm Kinetics модели Ignet по 4 единицы на каждую шахту. Радиус поражения 2,75 метра, скорость полета 1330 метров в секунду, а урон ракеты составляет 2379 единиц, тип наведения инфракрасный. Тут же на спине судна расположена система дистанционного автоматического противодействия в лице турели с 2 подвесами, с таким же оснащением, как и под кабиной. В концепции эта турель имеет функцию автоматического отслеживания и ведения огня по противнику. В данный момент это не реализовано. На боевой версии F-8A тут установлено 2 лазерных каннона 3-го размера. Под крыльями F-8C установлены баллистические пушки 2 и 3 размера серии Tarantul GT-870, модели Mark II и Mark III соответственно. На F-8A тут стоят лазерные канноны 3 и 4 размера. Под брюхом корабля видны многофункциональные крепежи под различные нужды. Сюда в будущем можно будет цеплять дополнительные топливные баки, вооружения и ракетные фермы. На данный момент этого функционала нет. На корабле установлено 3 маршевых двигателя, выдающие по 4,347 меганьютона усилия и потребляющие по 5 литров на меганьютон. Разгон F-8C от 0 до максимальной скорости в 1337 метров в секунду составляет 16,3 секунды, а до крейсерской в 212 метров в секунду 2,58 секунды.
Двигатели реверса в количестве 2 штук установлены в продольной нише возле оперения. Они развивают мощность в 3,135 меганьютона и потребляют также 5 литров на меганьютон усилия. Оттормаживание корабля от максимальной скорости занимает 34,3 секунды, а от крейсерской 5,42 секунды. Anvil Aerospace. All systems online. Обзор о F8C, как по мне, самый эталонный. Помимо хорошего визуального обзора, для пилота также доступно сразу 4 многофункциональных монитора и 3D-радар по центру, а также 2 панели индикации предупреждения слева и справа от радара. Так как кабины и внутренние обзоры заканчиваются, пройдемся по узлам на фоне красивых кадров полета в атмосфере в зоне 18. На корабле установлено 2 стелс-щита класса B от Askinson Astra, второго размера модели «Счет». Они способны поглотить до 9900 хп. Скорость надува щита составляет 550 хп в секунду, полный надув занимает 18 секунд. Военная силовая установка класса C второго размера от Aegis модели Milstorm вырабатывает до 9375 единиц энергии в секунду. Военная система охлаждения класса B также от компании Aegis модели Polar способна отвести до 280 условных единиц тепла в секунду. И гражданский квантовый двигатель класса C от компании Tarsus модели Expedition разгоняет корабль до 148 972 км в секунду. Потребляет такой двигатель 9,8 литров на миллион километров. Бак на 2500 литров опустеет через 28,5 минут непрерывного полета. Так как корабль до сих пор проходит стадию полировки, а также не является золотым стандартом, то его компоненты могут меняться в течение времени, имейте в виду. В итоге серия кораблей от Anvil F8 получилась очень грозной машиной, особенно его военная версия. В курсовой плоскости смотрит сразу 8 стволов, это для истребителя очень весомо. Честно говоря, я бы даже опасался этого корабля, летая с командой на Хаммерхеде или Редимере. Если по ту сторону опытный пилот, он не на шутку может развалить кенгурятник более крупному сопернику, был бы опыт. Кроме того, корабль очень хорошо чувствует себя в плотной атмосфере. Если против вас когда-нибудь выступит этот корабль, а вы простой пилот без опыта боев, то лучше всего будет ретироваться. В противном случае глазом моргнуть не успеете, как за один залп он вам откусит пол корабля. И опять же, к самому кораблю у меня вопросов нет, но есть к разработчикам и тому, какими способами они нам дали возможность его получить. А именно в 10-дневный период найти золотую карточку, которую надо обменять в игре у терминала аренды и получить возможность купить корабль за 280-300 баксов. При том, что корабль должен был быть эксклюзивом. Кроме этого, его можно получить, уничтожив одного из разработчиков в самой игре и забрав уже платиновый билет, и также обменять его в терминале. Я не спорю, что сами по себе эти события и способы получения корабля очень интересные и оригинальные, но я считаю, это можно было сделать с любым другим кораблем, а не с эксклюзивом. Честно говоря, такая новость, хоть я и не претендовал на покупку или получение этого корабля, меня расстроила. Эксклюзив на то и эксклюзив. Я хочу видеть этот корабль как некую редкую штуковину, на которой хочется подлететь и посмотреть, как у меня бывает, когда я вижу, например, Реван или Мустанг Омега. А в данных реалиях, как говорят пилоты, найти золотые карточки очень просто, и тем самым купить его себе может каждый. И опять же вопрос к цене. Почему $300? Если это эксклюзив, сделайте по 1500 или 2000 долларов. Зачем нужно было вот так разбрасываться словами и говорить, что это уникальный корабль, а потом его раздавать всем, кто задонатил? Непонятно. Поэтому в этот раз я не просто не рекомендую вам его покупать за реальные деньги, а не разрешаю вам его покупать. Я считаю, что редкие корабли должны оставаться редкими, поэтому призываю вас бойкотировать это событие, хотя к моменту выхода ролика оно уже явно пройдет, но все же, задел на будущее. Подводя итог по кораблю, хочу сказать, что это, пожалуй, один из самых лучших истребителей в игре на сегодняшний день. Но он ни в коем случае не топовый и не имба. Да, он грызучий, но побеждать за вас не будет, как и во всем догфайте. Тут нужен опыт и прямые руки. А вот в умелых руках я осмелюсь предположить, что это будет очень грозная машина. Также небольшое объявление. Я тут начал вести свой Patreon и Boosty, там я публикую анонсы разработок, обзоров и
то, какие следующие будут обзоры в будущем. Там же будут проходить голосования за то, какое видео сделать следующим. Ну и немного о личной жизни иногда тоже есть. Если хотите меня поддержать, можете подписаться. На этом у меня все. Это был обзор тяжело вооруженного палубного истребителя второго размера от компании Anvil, серии F8 модели C. Всем пока.